Ленка росла пытливым и смышленым ребенком. Поэтому, когда мама привела домой дядю Витю, Лена сразу поняла. Она тут как-то не к месту. Немного присмотревшись к дяде Вите, Лена поняла. Дружба не выйдет. Разговаривать с мамой и спорить она не стала. В конце концов, ей то что. Она уж понимала, что устраивать какие-то истерики бесполезно. В конце концов, мама на то есть мама. Она же взрослый человек, и она просто старалась как можно реже попадаться на глаза. Она вставала пораньше, отламывала краюху хлеба и просто так безо всего уходила в лес. Жили они в деревне, и до леса было совсем недалеко. Всего-то мосточек через речку перейти. Если дальше с дорожки свернуть налево по тропинке, то совсем недалеко были бобровые хатки. Они там сделали запруду и построили свои домишки совсем недавно. Кстати, Лена еще помнила те времена, когда тут не было никаких бобров. Все же мало кто в деревне знал о существовании бобровых хижин так недалеко от деревни. Просто деревенские не любили ходить в эту сторону леса. Там как раз за запрудой на болоте стояла избушка, а жил в ней никто иной, как колдун и отшельник дед Енисей. Деревенские его побаивались и старались не попадаться ему на глаза. А вот Ленка любила старика. Все потому, что он был ее дедушкой. Настоящим родным дедушкой, отцом ее родного отца. К сожалению, Ленка не помнила папу. Та и не могла помнить. Она родилась, когда его уже 2 месяца как не было на свете следом. С дедом ее познакомила мать. Раньше она и сама была частым гостем в сторожке отшельника. Лена помнила, как мама говорила, что чувствует себя в сторожке как дома. Словно бы рядом с Сережкой. Так звали отца Лены. Старик никогда не лез в отношения сына, а может быть и зря. Хотя, что бы это изменило? Вам бы расписаться надо. Поговаривал старик, когда Сергей и Марина прибегали к нему в сторожку. «Батя, я сам разберусь. Вот отслужу армию, а там посмотрим», — отвечал сын. «Эй! Что значит посмотрим?» — возмущалась Марина. «Ну посмотрим, как ты меня ожидать будешь. А то, может, я и до военкомата доехать не успею, а ты уже и замуж выскочишь», — смеялся Сергей. «Да за кого тут выскочишь?» — злилась Марина. «Да он хоть за батю моего. Он у меня еще ого-го». Не унимался Сергей. «Да ну тебя! Дурак!» Маринка шлепала Сергея по спине. «Вы слышали, что этот дурачок говорит про меня? К вам сватает. Ну что ты? Стар я уже. Мне бы годков 40 скинуть, может». Когда Сергей ушел в армию, Марина проводила его как надо. А вскоре выяснилось, что она беременна. Она сама-то сирота. У нее только бабка древняя опекуном была, а родителей своих Марина схоронила в классе 8. Ей тяжело было без матери. Да и без отца тоже. Вот она и пошла к матери Сергея, надеясь, что хотя бы морально поможет. Будут вместе ждать Сергея, ребенка его. Мать молодого человека не поняла стремления девушки и выпалила. «Мой сын, небось, до военкомата еще не доехал, а ты уж ноги раздвигала где-нибудь. Знаю я вас, сироток невинных. Прикидываетесь овечками», — сказала мать Сергея. Тут Марина поняла, откуда ветер дует и почему вдруг Сергей не торопился жениться. «Ну да ладно. Невелика потеря, будет одна жить». Написала Сергею, что ребенок на подходе. Сергей вроде даже обрадовался. В письмах спрашивал, как себя ведет пузожитель. Комбат ни слова не говорил. Наверное, знал что-то. Когда она уже была на 7-м месяце, пришло ужасное известие. Дескать, исполняя служебный долг. Ну и там еще какие-то формулировки. В общем, не стало Сергея. Когда уже на свет появилась дочка Марины, назвали ее в честь матери Сергея.
Но так она и не приняла девочку. Зато отшельник Енисей принял. Вот к ним они ходили частенько. Несколько раз Марина даже оставляла Ленку у дедушки ночевать. Он и научил ее любить природу и разбираться в травах. Вскоре девчонка подросла. Тоже сама стала бегать к дедушке одна. Мать сначала рада была бывать у старика, но потом вдруг стала приходить реже и надолго не задерживаться. Она уже, по-видимому, с кем-то встречалась. Может, и с Виктором. Она, видимо, чувствовала какую-то неловкость перед ним и стыдилась. Ленка, завсегда проходя мимо бобровых хижин, давала им кусочки своей краюхи хлеба. Она в основном для бобров и брала. Пугливые зверьки настолько привыкли к девочке, что, заслышав ее шаги, не прятались, а наоборот. Выбирались из своих домиков и ждали кусочки хлеба. Так вот и шла беззаботная и весела жизнь девочки. До тех пор, пока Марина не померла. Что там у них случилось с Виктором? Лена не знала. Она как раз была у деда. А другие взрослые не спешили рассказывать ребенку. Вся проблема была в том, что Марина уже и с новым мужем расписаться успели. После того Марина пристрастилась к выпивке. Оттого Лена и не любила дома бывать. Как бы ни школа, она бы и насовсем переехала к деду. Но все уж больно далеко было от него до школы ходить. И матери все-таки надо было присматривать хоть как-то. Она переживала за нее. Вот и теперь она вроде свою вину чувствовала. Хотя, говорят, Маринка утонула. Они с Виктором пошли на речку не в очень трезвом виде. А там то ли поссорились, а то ли просто купаться полезли. Короче, вина Виктора не была доказана. И он остался жить в доме с Ленкой. Все-таки он официально был мужем и имел полное право. Одна была проблема по имени Елена. Виктор совершенно не собирался ни воспитывать девочку, ни содержать. Более того, он еще умудрялся пропивать ее пенсию по потере кормильца. Но самое главное, что дико выбешивало Виктора, это то, что он так и не смог стать полноправным владельцем дома. Половина, как минимум, принадлежала Ленке. А Виктор хотел заполучить весь дом. Он все-таки планировал еще раз жениться, завести своих детей. Хотя, если честно, кто бы в здравом уме позарился на такое сокровище, как Виктор? Непонятно. Ну так вот. Думал Виктор, думал и надумал. Решил предложить деду Енисею забрать внучку к себе. Однако старику уже было так много лет, что никто ему не даст опеку над ребенком. Да и проблему с домом это никак не решало. Решить проблему могло только одно. Полное и безоговорочное исчезновение Лены. И тут в пьяной голове отчима родился изощренный план. Что ж, если по-другому нельзя, то надо утопить Ленку, как котенка. А всем сказать, что, дескать, девка так по матери тосковала, что не выдержала. Да пошла и утопилась. А что? Должно было прокатить. Не спрашивайте, как ему удалось заманить девочку на реку. В здравом уме она вряд ли бы за ним пошла. Так не просто заманил, а еще и камень привязал. Да и бросил с моста в реку, чтоб наверняка. А что? Если найдут, то все будет достоверно. Дескать, сама камень привязала и нырнула к мамаше на тот свет. Думал Виктор, что странно, ну либо девочка и не кричала вовсе, а может просто никто не слышал. Однако, сбросив Лену, Виктор даже не подозревал, что кое-кто будет очень сильно против его решения. В воде к девочке сразу подплыли бобры и перегрызли веревку. Тогда Лена то и всплыла. Виктор в шоке. Как? Как такое может быть? Он, как и многие, понятия не имел, что в реке уже больше 7 лет живут бобры. Девочка сама даже из воды выбралась. А Виктор домой побежал. И за рюмку скорее. Напился до потери сознания. А когда пришел в себя, смотрит, а перед ним за столом сидит отшельник.
Тот самый Ленкин дед Енисей. Он редко приходил в деревню. Но сейчас, видимо, повод был весомый. «Ну ты скажи мне, старик, ведь я сам своими руками привязал веревку. Она же новая была», — говорил Виктор. «А ты не удивляйся и все». Он решил сыграть на замутненном сознании мужика. «Ты столько времени с ангелом жил и даже не замечал. А это святая Анна, понимаешь? А как такое может быть?» — спросил Виктор. «А вот так. И пить ты больше не будешь. Будешь ей прислуживать и делать, что она говорит». Тут старик стукнул Виктора по лбу посохом своим. Поднялся и ушел. Отшельника больше никто не видел с тех пор. А Виктор наутро, как проснулся, первым делом решил опохмелиться. Налил, а рука сама не подносит стакан ко рту. «Хоть ты тресни!» — вспомнил ночной визит. То ли уж у него и вправду посох волшебный, то ли просто сила внушения такая. Однако Виктор с той поры больше ни капли в рот не брал. Ленке прислуживал, будто он и вправду ей слуга.